Привет. Расскажи, как для тебя вообще фотография началась? Когда я пришла в фотостудию «Улыбка», это такая юношеская фотостудия у нас в Калуге, достаточно известная, и я пришла к руководителю Виталию Гришакову и стала изучать фотографии. А в каком возрасте? Это было лет 18 или 19. Очень Достаточно давно. сознательный уже Да, возраст. это уже сознательный возраст. Ну, кстати говоря, я была не очень родивым студентом, скажем так. А ты знаешь, почему ты пришла? Мне было любопытно. Мне всегда было мало как-то фотографии человека на фоне, например, какой-то достопримечательности. И я вот помню, мы с мамой ездили в поездки, у меня была пленочная камера, и вот она как-то больше была склонна делать такие снимки. Ну, мы здесь были. На А память. мне этого было мало. Я что-то хотела, я думаю, на фотографии. Вот мне было любопытно, что можно с помощью нее делать. Неужели вот только человек на фоне, человек-памятник, и все. Когда для тебя наступило что-то, что изменилось? Что изменило твое отношение к фотографии? Вот ты говоришь, что вроде бы ты была не самой родивой ученицей. А вот что произошло, когда что-то изменилось? Мне кажется, вот когда я сняла серию «Предчувствия», она мне дорога по многим причинам. Просто в ней удалось выразить идею и состояние, которое я чувствовала. Я поняла, что можно с помощью фотографии это выражать. Вот какое-то осознание пришло. Фотография как такой язык, который я могу использовать, и он мне доступен, он мне нравится. Вот, наверное, после этой серии. А уточни, пожалуйста, вот когда ты говоришь про восприятие, ты говоришь про то, что ты сама понимаешь, что тебе это удалось, или ты считываешь в реакции зрителя, что он понял твою идею, твою задумку, или и то, и другое? Я думаю, и то, и другое. В первую очередь все-таки внутренние изменения у меня. Именно мой вот опыт съемки, опыт обучения. И вот это вот все переросло в то, что как-то я поняла, что фотография занимает важное место в моей жизни, и что я действительно могу с ее помощью творчески выражаться. А вот скажи, это ведь на самом деле колоссальное количество сил, энергии. Для кого-то фотография – это во многом предвкушение, а потом, в общем, происходит на самом деле что-то очень маленькое, такая встреча со случаем, где может что-то произойти или не произойти. А для кого-то это прям такой очень осознанный, пошаговый процесс, и он очень закономерный. Вот для тебя как это все происходит? Я думаю, по-разному, но в целом, я бы сказала, для меня фотография, наверное, все-таки это больше процесс сам съемки. То есть предвкушение, конечно, есть, но в предвкушении часто ты не знаешь вообще, что получится, и получится ли, и в принципе ты не можешь запланировать все. Даже если есть какая-то идея, что-то сделать, скорее всего, во время съемки появится что-то новое, и это удивительно на самом деле, это мне нравится. И сам процесс, я достаточно сильно в него погружаюсь, вот действительно творческий процесс, от которого я испытываю наслаждение. Я обратил внимание, но для меня, во всяком случае, Алена Кочеткова – это фотограф, который мыслит какими-то относительно законченными историями, сюжетами, фрагментами, темами. Это действительно так? Или, возможно, ты снимаешь какие-то одиночные кадры, которые на самом деле не подразумеваются как кадры с продолжением? Да, я пытаюсь делать какие-то все-таки проекты, но и делаю также и одиночные. Из одиночного кадра потом тоже может что-то развиться на самом деле. А как у тебя чаще бывает? У тебя бывает так, что ты видишь какую-то тему и начинаешь ее копать, или бывает такое, что ты что-то замечаешь, потом другое замечаешь, через полгода что-то третье замечаешь, а потом просматриваешь, и вдруг ты понимаешь, что есть какая-то такая линия тонкая, и ты начинаешь копать уже эту линию, и потом складывается какая-то картина. Вот у меня так было, как ты сейчас сказал, последнее, с серией «Переходы». Идея была в чем? Я когда куда-то еду, часто думаю о том, что вот я сейчас поеду, впечатления новые, я ими напитаюсь, и вот что-то у меня вот такое получится. В одной из поездок, она такая была очень задумчивая, я подумала, что как вот соотносится вот это внешнее, то, что на нас влияет, и внутреннее, потому что в любом случае хочется найти какой-то баланс между внешним и внутренним. И почему переходы, вот это такое состояние.
на пороге изменений, на пороге каких-то новых открытий. И мне кажется, в какой-то степени эта серия даже, она и о творческом пути, о моем. А она, в общем-то, совершенно не про факты, а она скорее про состояние. Про состояние, да, и она такая более фантастическая. Вот. Но в то же время у меня был проект про деревню, откуда родом мои родители. Она, в принципе, тоже про мои ощущения, но она такая, может быть, более фактическая. Вот. И вот это для меня интересно, сочетание чего-то фактического и фантастического в фотографии. То есть в фотографии все равно же у нее есть такая документальная природа, но с помощью нее можно делать совершенно нереальные вещи, скажем так. Как будто бы отталкиваясь от каких-то вещей, увиденных в реальности. Так и есть. И это очень интересно, и вот это вот вдохновляет на самом деле. Не просто фиксировать какие-то моменты, может быть, красивые, но именно сделать что-то такое, о чем ты думаешь, Ну вот скажи, по моим наблюдениям, на самом деле вот этот вот фантастический какой-то такой момент, который может иногда возникать в реальности, он ведь достаточно редкий. Да. Если поставить себе цель искать такие моменты, станут ли они от этого более частыми или все равно останутся редкими, по твоим наблюдениям? Мне кажется, станут. Станут. То есть чем ты больше их погружаешься, подманиваешь. да, вот я не знаю, это вот как раз какая-то магия. А как ты понимаешь, что кадр хороший вот для тебя? Все-таки для фотографии это визуальное искусство, я думаю, важна композиция и то, как фотография выглядит. То есть она в принципе должна визуально цеплять человека. Это важно. Ну и потом, мне кажется, должна быть, может быть, какая-то загадка фотографии, недосказанность. То есть она не должна ответы давать, она, может быть, должна вопросы задавать. Скажи, а ты часто чувствуешь вот сразу, когда ты сделала кадр, что да, вот это он? Или это для тебя больше характерно, когда ты начинаешь просматривать весь материал, и вот тогда ты находишь там много сюрпризов? Дело в том, что иногда снимаешь, и ты такой думаешь, вот он, вот этот кадр, я его сняла. Ты радуешься и предвкушаешь, вставляешь флешку в компьютер, и что я так радовался? А бывает наоборот. Ты вроде бы, ну, как-то так, да, вроде бы что-то есть, наверное. Потом смотришь. А там подарок. Такой, о, да, там подарок. Как ты вдруг понимаешь, что ты начала заниматься какой-то темой? Это же не всегда так, что ты просто села, налила чашечку чая и подумала, так, какую же тему взять? Вот мне кажется, что очень часто темы возникают из ничего. У меня это все-таки связано больше, наверное, с моими какими-то мыслями и переживаниями, с тем, что происходит в моей жизни. Когда я начала заниматься фотографией, у меня больше социальная фотография была. Я много снимала в больницах, в домах престарелых. Потом, собственно, опять же, под какими-то переживаниями, впечатлениями о том, что мне мама рассказывала про детство, где вот она жила, там такое местечко. Я решила поехать в это место и посмотреть, что там. Стала там снимать, и опять же, это про мои ощущения. Опять же, не про факты, а вот про то, что изменения происходят. И, в принципе, деревня, наверное, тоже, да, она вымирает в какой-то степени, но она и меняется. Как раз после серии «Предчувствия» я поняла, что, опа, можно еще фантазировать, свои мысли выражать вот более целенаправленно, что ли. Ну вот серия «Как я болела», которая стала известной, получила WordPress фото. В ней, я бы сказала, как раз вот это соединилось документальное и фантастическое. Там есть очень много фактов, но там есть и очень много состояния. А скажи, пожалуйста, а вот у тебя не складывается иногда ощущение, что на самом деле картинка – это, ну, фотография, любая картинка, в принципе, это довольно неточный символ. То есть ты можешь понять, что, допустим, здесь, да, есть красный свет, вот возьмем там упомянутую серию, да, ты можешь понять, что, наверное, вроде бы это девушка, но ты можешь понять, что, может быть, она лежит на кровати, да, но согласись, что без комментариев и подписей очень многие работы в этой серии, разгадать их смысл будет достаточно сложно. И это не то, чтобы говорит о них плохо, это просто говорит о том, что такова природа изображений. Некоторые вещи, они неразгадываемые, без каких-то сопровождений. И вот скажи, пожалуйста, в этой связи, как ты работаешь с текстом, насколько для тебя это важно, насколько для тебя слово вообще важно как дополнение и пара к изображению?
Да, в общем, в любой фотографии можно точно не считать то, что конкретно там хотел автор сказать. Но мне кажется, это и не нужно. Ты вот это вот чувствуешь просто на кончиках пальцев. Но мне кажется, все-таки есть и разное изобразительное искусство, различная живопись, да, и есть разные фотографии. Ну вот, например, любимая фотография Картье-Брессона – это знаменитый человек во время Мексиканской революции, кадр, сделанный братьями Касасоло, когда человек стоит напротив каменной стены и курит сигарету, да, и на самом деле, если ты просто посмотришь на эту картинку, ты видишь, что да, это изображение, да, это мужчина, да, у него шляпа, да, у него сигарета, но если ты увидишь подпись «Последняя сигарета перед расстрелом», то это радикально меняет восприятие всего изображения. Я говорю о таких случаях. Мне кажется, что в том числе и твоя серия «Как я болела», она тоже очень выигрывает от того, что к ней даны очень правильные, такие откровенные, прямые комментарии или пояснения, или уточнения, потому что без этого, мне кажется, что многие вещи в ней было бы очень сложно разгадать. Там есть кадр, где я лежу, задрав ноги вверх, Да. и действительно догадаться Да. прям точно, про что это про боль там в костях снято, сложно. С другой стороны, когда я разговаривала с разными людьми, на нескольких выставках серия была представлена без подписей к отдельным фотографиям, просто вот в целом. И они как бы не знали там про боль в костях, но они вот этот дискомфорт, то, что вот, там, да, вот, они как бы считывали не только тревожность, а то, что вот, грубо говоря, на стену залезла. Действительно, особенно если фотография важна, вот у нее какой-то есть исторический смысл, или вот, да, документально, как ты говоришь, у Картье-Брессона этот кадр был. Но с другой стороны, фотография может волновать, я не знаю, какая-нибудь вот царапина на стене, а ты будешь ходить вокруг нее и возвращаться к этой фотографии, потому что она тебя вот... Ален, а расскажи, пожалуйста, еще немного про съемку людей. Есть ли напряжение, есть ли понимание? Просто расскажи, как ты снимаешь людей. Очень много, наверное, было каких-то интересных ситуаций. Но вот одна из первых, когда я как раз-таки только начинала фотографировать, я не знаю, откуда у меня столько было дерзости. Преподаватель дал задание, ну, он даже не просто сказал: портреты, вот потренируйся снимать портреты. И я взяла, пошла по улицам и стала подходить к людям и спрашивать: а можно ли вас фотографировать? Вот, а дальше, в принципе, мне как-то легко, довольно легко, мне кажется, с людьми общаться. И бывали ситуации, когда человек изначально, например, если вот я на улице где-то снимаю, и человек изначально против, и там чуть ли меня не гнал какими-то нехорошими словами, у меня несколько раз получалось ситуацию развернуть диаметрально и, наоборот, этого человека расположить и еще там чуть ли не в дом к нему зайти, попить чаю. Но часто еще такой момент для меня важный. Иногда у меня бывает такое состояние, когда мне сложно. Вот мне не хочется контактировать с внешним миром. Я даже если что-то вижу прекрасное, распрекрасное, мне очень сложно поднять камеру и сфотографировать, потому что мне не хочется общаться. А вот мне интересно вот какая тема. Ты сказала, что вот когда людей спрашиваешь, можно ли сделать их портрет, они позируют. Но вот у меня другое наблюдение, что позировать-то они на самом деле, большинство из них не очень умеет. Да. И поэтому здесь для меня большой вопрос, а является ли это на самом деле проблемой? Может быть, на самом деле это как раз и не проблема, потому что человек с одной стороны перед камерой, а с другой стороны он до конца не представляет себе, как он выглядит, и он к этому не готовился. И это все равно относительно спонтанный контакт. Не находишь? Часто я замечала, что бывает, что без, там, не видя, например, он один, а потом он такой сразу... Все. А кто-то наоборот такой, там, может как-то раскрыться неожиданно совершенно. Скажи, а над чем ты сейчас работаешь? Что для тебя сейчас важно? Сейчас у меня период, который начался с «Как я болела», продолжение, можно сказать, той части, про свои ощущения, впечатления и жизнь, и после рака, и связанный с важной темой — это рождение ребенка. Такой вопрос, который волнует многих
людей, женщин в основном, мужчин, я думаю, тоже, но женщин волнует, которые перенесли онкологическое заболевание, потому что по статистике, потому что около 30% женщин теряют способность родить ребенка. Это тема важная не только для меня, но я ее начала снимать, когда накануне, наверное, того, как я узнала, что я забеременела. Вот, и потом в процессе вот, свои ощущения, опять же, мысли по этому поводу. Для меня ты абсолютно уникальный человек и фотограф уникальный не потому, что там просто мне нравится то, что ты делаешь, а потому что, мне кажется, у тебя есть действительно уникальный опыт. И вот с одной стороны, я понимал это, когда я смотрел на твою серию «Как я болела», а с другой стороны, я вот сейчас понимаю, что с момента рождения ребенка ты работаешь над другой серией, которая связана с вот появлением новой жизни. Мне кажется, вот лично для меня в восприятии твоего творчества это очень контрастные темы. А вот в тебе как эти две такие разные темы работали? Так, в принципе, получилось, что у меня фотография с жизнью связана. И мне кажется, что вот это вот то, что я сейчас сделала про беременность, не было бы это снято так, как сейчас я сняла, если бы, наверное, не было вот этого предыдущего опыта. Точно так же, как я болела, я бы не сняла так, если бы не было опыта до этого, когда я снимала и фантастические вот эти серии, да, и более документальные там про деревню, про свою рефлексию. То есть вот это все соединяется. А здесь в контексте вот моей истории, конечно, это, когда я забеременела, это очень сильно опять вот эту тему болезни, конечно, тоже, так скажем, подняло. Когда я узнала, что я беременна, я созвонила своей подругой, с которой я проходила лечение. Мы прям день в день проходили химиотерапию, в один день была операция, то есть мы с ней подружились, очень такая хорошая девушка, и я ей сообщаю о том, что я беременна, она мне сообщает о том, что у нее рецидив. Болезнь — это важный опыт для меня, и беременность — это важный опыт, потому что если что-то вот происходит, значит, это нужно, да, это нужно опыт пережить, какой бы он ни был на самом деле. Вот. И, конечно, естественно, если бы у меня не было этой истории до, то, наверное, я бы это снимала по-другому, в необычном состоянии. Скажи, пожалуйста, а вот для тебя фотография, в ней есть какой-то элемент все-таки фототерапии или нет? Есть. И это инструментальная история для исследования собственных состояний и не больше? Или ты все-таки на нее опираешься? Мне просто интересно, как это работает в тебе. Я думаю, что опираюсь. Я это поняла только спустя время. Угу. То есть я, в общем-то, поняла, что я это и раньше опиралась на это, просто я не знала, что есть арт-терапия и вот что-то такое. То, что да, влияет на меня, я это выражаю. И это и меня поддерживает в какой-то степени. То есть, в принципе, даже если у меня какая-то ситуация случается, ну, абстрактно не там какая-то болезнь или что-то такое, а настроение или состояние, и фотография часто мне помогает из этого выйти какими-то совершенно разными путями. Не обязательно то, что я выражаю там свое состояние, хотя часто, конечно, это просится наружу. Вот. Но это может быть даже что-то другое. Я говорю, я в это погружаюсь головой и уже начинаю искать выражение. Скажи, вот как ты вообще пережила вот этот вот последний год, потому что у тебя много всего происходило, там и беременность в том числе, и рождение ребенка, но просто у меня есть ощущение, что отчасти он наложил вето на какие-то темы, которые для тебя были важны с точки зрения контактов с людьми. Как ты вообще все это переживала? Очень важно в творчестве экспериментировать, не ставить себе рамок и пробовать разное. Я вот, когда начался карантин, стала ходить по подъезду, вверх-вниз по лестничной площадке. И я даже сделала историю небольшую, историю любви, которая рассказана на стенах. Вставала вот в 5, наверное, утра, когда появлялись первые лучи, ходила по подъезду. Вот скажи, для тебя фотография – это зависимость? Нет, я бы не сказала, что это зависимость. Нет. Это просто мне нравится. Мне это нравится. Алена, спасибо тебе большое за разговор. Было замечательно.
Спасибо большое, Андрей. Алена Кочеткова. Выставка «Переходы», Лейка, галерея, Вена.